Предприниматель– это поистине уникальные личности, наделенные способностью владеть оригинальными и порой даже эксцентричными бизнес-идеями, а также искусством убеждать окружающих в том, что их предложения действительно важны и необходимы для каждого из нас. Каждый день мир бизнеса предлагает нам бесконечное разнообразие предпринимательских инициатив, и каждый новый день приносит удивительные примеры креативности и новаторского подхода. В наши дни мы можем видеть, как даже такие, на первый взгляд, абсурдные идеи, как торговля чистым воздухом, становятся реальностью. Такая деятельность, к примеру, находит широкий отклик в Китае, где рынок действительно оценил этот необычный товар. Особенно высокий спрос на чистый воздух наблюдается среди жителей крупных городов, таких как Пекин, который страдает от загрязнения атмосферы. Эти примеры служат ярким свидетельством того, как предприниматели могут адаптироваться к изменяющимся потребностям времени и открывают новые направления, о которых ранее никто не задумывался. Одним из самых загадочных и, возможно, удивительных стартапов XIX века стало предприятие, основанное в Лондоне семейством Бельвиль. Их бизнес-модель была поистине уникальна и революционна для своего времени. На протяжении целого столетия они занимались продажей времени в самом буквальном смысле этого слова. В то время, когда в Англии единственным местом, где можно было узнать точное время, была Королевская обсерватория в Гринвиче, возникала очевидная необходимость в точной и доступной информации о времени. В обсерватории астрономы определяли актуальное время, основываясь на наблюдениях за небесными светилами. Однако простые люди не имели доступа к этой информации без предварительной договоренности и разрешения королевского астронома, что делало получение времени довольно сложным и длительным процессом. Вдохновленный увиденным, один из ассистентов Королевской обсерватории в Гринвиче, Джон Генри Бельвиль, стал свидетелем того, как множество людей приходило к обсерватории с целью сверки своих часов. Несмотря на значительное расстояние до обсерватории, она находилась на холме в Гринвич-парке, довольно далеко от самого Лондона. Желающие узнать точное время бесконечно шли туда, надеясь получить необходимую информацию. В ходе наблюдений Джон Генри пришел к очень интересному выводу. Если люди готовы были тратить свое время и приложение усилия, чтобы дойти до обсерватории за точным временем, то почему бы не предложить им альтернативу, удобную услугу по продаже точного времени, где он, как поставщик, мог бы сам приходить к ним и предоставлять эту долговременную и нужную для бизнеса информацию. Этот прорывный замысел быстро обрел реальную жизнь. В июне 1836 года была открыта новая железная дорога, соединяющая Гринвич и Лондон, и с тех пор Бельвиль начал совершать регулярные поездки в столицу, предоставляя своим клиентам точное время, что делало его услуги невероятно востребованными. Чтобы реализовать свои идеи, Джон Генри получил от королевского астронома карманный хронометр номер 5786, созданный известной компанией Арнольд, отмеченный трудами мастера Джона Арнольда, который позже станет известен как Джон Арнольд & Сонс. В соответствии с достигнутым соглашением, Бельвиль обязан был отдавать обсерватории часть своих доходов, при этом оставляя большую часть себе. С этого момента и началась настоящая продажа времени, которая вскоре стала предметом высокого спроса и восхищения. Клиентская база Джона Генри Бельвиля быстро разрасталась, и в Лондоне он приобрел около 200 постоянных клиентов, среди которых были как высокопрофильные часовщики, так и банкиры, представители биржи и другие известные фирмы. В ту эпоху точных хронографов было не так много, и большинство из часов требовали регулярного исправления времени каждый день или даже каждую неделю, что делало компанию Бельвиля еще более актуальной и привлекательной для клиентов.
Более того, часы, выставленные по гринвичскому времени с точностью до десятых секунд, стали не только вопросом статуса, но и важным элементом для успешных бизнесменов, служа наглядным свидетельством их финансового положения и стремления к успеху. Неудивительно, что такая оригинальная услуга пользовалась колоссальным успехом у клиентов. Бельвиль каждое утро, вплоть до своей смерти в 1856 году, отправлялся в Гринвичскую обсерваторию, где выставлял свои часы по гринвичскому времени, а затем возвращался к своим клиентам, позволяя им корректировать время на своих устройствах согласно показаниям его хронографа. После его смерти дело было продолжено его вдовой, Марией Элизабет, которая скорректировала систему и, внеся дополнительные изменения, продолжала обеспечивать клиентов точным временем вплоть до 1892 года. В этом возрасте, приблизительно 80 лет, она передала управление семейным бизнесом своей дочери. Рут Бельвиль встретила в своих наследственных наклонностях настоящую привилегированную возможность. Именно она приняла эстафету семейного дела и сделала его еще более известным. Во многом именно ей удостоилось фагона знаменитости под названием «Леди времени» или с леди Гринвич. Каждый день Рут осуществляла свой визит в обсерваторию Гринвич, сверяя свои часы с высококлассными астрономическими показаниями, получая специальный сертификат с подписью «Лично главного астронома», подтверждающего подлинность и высокую точность выставленного на ее хронографе времени. Затем она разносила эту ценную информацию своим клиентам, которые неизменно ценили ее точность. Точность передачи времени достигала примерно 10 секунд, что тоже способствовало популярности ее бизнес-модели, поскольку это гарантировало сохранение статуса и сделало услуги Рут еще более востребованными. Однако к началу XX века у Рут Бельвиль появился серьезный конкурент. Джон Вин, владелец компании Standard Time, также предлагал аналогичные услуги, но с использованием телеграфа. На одном из своих выступлений в городском клубе United Wards Club он резко упрекал Рут в использовании устаревших методов, высмеивая ее подход к ведению бизнеса, и при этом предполагал, что она использует свою женственность, чтобы поддерживать свою клиентскую базу. Иронично, но речь Джона, произнесенная с такой язвительностью, вызвала совершенно неожиданный эффект. Подобное высказывание было перепечатано в уважаемом издании The Times. Однако в статье совершенно не упоминалось, что речь произнесена представителем Standard Time, прямым конкурентом Рут Бельвиль, что в конечном итоге дало широкий резонанс ее бизнесу. После публикации Рут осаждали журналисты, интересовавшиеся ее делами и раздувающие скандал вокруг намеков, высказанных Вином. Но напротив, такая реклама привела только к увеличению ее продаж, ведь не все смогли бы позволить себе организовать телеграфную станцию как для офисов, так и для домашних нужд. Все, чего удалось добиться Вина, это обеспечить Рут бесплатной рекламой, что послужило большим толчком для ее бизнеса. Позже, в 1926 году, у Рут Бельвиль появился гораздо более серьезный конкурент, когда радиостанция BBC начала передачу сигналов точного времени. Тем не менее, даже после того, как радио охватило всю страну, Рут продолжала работать до 1940 года, хотя клиентская база у нее к тому времени оставалась не столь многочисленной. Несмотря на все трудности и изменения, она продолжала выполнять свою работу и удовлетворять потребности клиентов до войны. После начала Второй мировой войны Рут приняла сложное решение оставить бизнес, так как в возрасте 86 лет ей становилось все труднее совершать ежедневные 12-мильные поездки и быть в обсерватории к 9 утра. Примечательно, что ее бывшие клиенты продолжали оказывать ей материальную поддержку даже после завершения предоставления своих услуг. Эти люди помогали ей финансово, пока она не скончалась в конце 1903 года в возрасте 89 лет.
Часы, которые оставались после ее смерти, были переданы в Музей Ассоциации часовых мастеров Worshipful Company of Clockmakers, что позволило сохранить для будущих поколений память об ее трудовой деятельности и новаторском подходе к бизнесу. В 2008 году Британский государственный музей Гринвича выпустил книгу, посвященную Рут Бельвиль, названную «The Greenwich Time Lady». Эта работа еще раз подчеркнула неоспоримый вклад Рут в развитие точного измерения времени, а также удивительное уважение, которое она заслужила благодаря своему трудолюбию и преданности делу. Подобные истории – это не что иное, как яркие напоминания о том, насколько стремительно меняется мир, как новаторские идеи могут находить адаптацию в любом времени и, как всегда, остается место для уникальных идей, которые могут кардинально изменить наше восприятие общественных нововведений, дав старт новым направлениям и потребностям, о которых ранее никто не задумывался. Рут Бельвиль стала не только успешным предпринимателем, но и символом женского вхождения в сложную и динамичную сферу бизнеса, исполняя на деле неоценимую роль в его истории.